Вечером, когда городской рейсовый автобус медленно продвигался по промокшим от дождя улицам пригорода, внутри царила обычная для этого времени суток атмосфера. Большинство пассажиров выглядели уставшими. Кто-то слушал музыку в наушниках, уставившись в окно, кто-то листал соцсети, а кто-то дремал, прислонившись к стеклу. Свет в салоне был приглушенным, а капли дождя равномерно стекали по окнам, создавая ощущение уюта и отрешенности от суетливого мира снаружи. На одной из остановок в автобус поднялся мужчина лет 30 с лишним. Он был шумным, неприятно самоуверенным, от него резко пахло алкоголем. Проходя мимо пассажиров, он бросал грубые реплики, оглядывая людей с дерзким прищуром. Его взгляд остановился на пожилой женщине, сидящей ближе к середине салона. Это была Ева Аркадьевна, невысокая, хрупкая старушка с аккуратно уложенными седыми волосами и теплым шарфом, заботливо повязанным поверх пальто. Мужчина сел напротив нее и с самого начала начал провоцировать. Отпускал саркастические замечания, усмехался, позволял себе шутки на грани. Ева Аркадьевна старалась не реагировать, спокойно просила его не грубить и вежливо отводила взгляд. Однако это лишь подзадоривало нарушителя, он чувствовал себя хозяином положения. Когда женщина попыталась пересесть, он резко схватил ее за руку и толкнул обратно, а затем ударил ее по лицу. Салон замер. Пассажиры, будто сговорившись, начали смотреть в сторону, кто-то сделал вид, что не заметил, другие уткнулись в телефоны. Все молчали. Напряженная, давящая тишина заполнила автобус. Именно в этот момент со стороны задней двери поднялся мужчина. Он был высоким, крепкого телосложения, с прямой осанкой и холодным взглядом. На его лице не было ни злости, ни раздражения, только твердость и спокойствие. Это был Артем, бывший морской пехотинец, ныне работающий преподавателем в техникуме. Он двигался медленно, уверенно, не говоря ни слова. Хулиган, заметив приближение, тоже встал, поначалу с усмешкой, уверенный в своей безнаказанности. Но как только Артем подошел ближе, его голос прозвучал тихо, но отчетливо в нем было нечто, отчего мурашки пробежали у всех в салоне. Он сказал, что мужчина выбрал не ту жертву. Дальше все произошло мгновенно. Нарушитель оказался на полу, не успев осознать, что произошло. Артем поднял его за куртку, открыл ближайшую дверь на ходу и нажал кнопку экстренной остановки. Когда автобус замедлился у темной, промокшей обочины, он, не колеблясь, вытолкал нарушителя наружу. Мужчина попытался возразить, но Артем лишь бросил, что тому стоит остыть на свежем воздухе, и спокойно вернулся на свое место. Сначала в салоне повисла тишина плотная, звенящая, а потом она сменилась движением. Кто-то одобрительно кивнул, кто-то выдохнул с облегчением, кто-то даже хлопнул в ладоши. Ева Аркадьевна, прижимая к щеке платок, тихо поблагодарила своего неожиданного защитника. Автобус снова поехал вперед, но теперь атмосфера в нем была другой. Больше не было страха или напряжения, только спокойствие и внутренняя уверенность. Люди обменивались взглядами, полными уважения. Каждый из них понял: добро и справедливость еще существуют. И иногда, чтобы это напомнить, достаточно одного человека, который не отведет взгляд. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.